Я думаю, что прежде чем перейти к сути, нужно понять, кто говорит. Меня зовут Александр, с зарубежной недвижимостью я знаком с 2011 года. Жил я в нескольких странах на море. Какое-то время я эту недвижимость продавал как агент по недвижимости. А сейчас, последние несколько лет, я скорее ее покупаю для себя, потом ремонтирую и со временем продаю. И, наверное, вот как раз-таки опыт владения – это и есть то самое ценное, что я могу рассказать в этом видео. Рынки, с которыми я знаком и на которых я работал, это рынок недвижимости Болгарии, рынок недвижимости Сочи. Я работал также на Кипре. Изучаю и покупаю, и продаю я это все дело в Грузии. Ну и параллельно также я изучаю еще рынки недвижимости Турции и Арабских Эмиратов. Что мне удалось сделать за эти 13 лет? За эти 13 лет мне удалось купить и продать все квартиры, которые я брал для себя в плюс. И у меня нет ни одной сделки, насколько я знаю, из тех людей, с кем я работал, чтобы они закрывались со временем в минус, даже при учете срочной продажи. Наверное, в отдельном видео стоит объяснить, как я это делал, но тут вопрос не в этом, а вопрос в том, как большинству людей не стать бедными, покупая квартиры на море. И отдельно я, наверное, хочу сказать, что покупая зарубежную недвижимость, миллионов не исколотишь. Поэтому, если кто-то ищет быстрое решение, то они, наверное, лежат в какой-то другой плоскости. Что обычно покупают? Обычно покупают квартиры минимальной стоимости. Ну, на самом деле, не только минимальной стоимости. Покупают, на что хватает денег, а, как правило, при первой сделке стараются, чтобы она была самой маленькой. И это приводит к ряду проблем, в том числе и к тому, что человек становится после такой сделки беднее. Вообще нужно все источники информации, которые я использую при исследовании, разделить, наверное, на два типа. Это закрытые источники информации и открытые источники информации. Закрытым источником информации я, конечно, могу назвать своих коллег из недвижимости из других стран, да, с кем я переписываюсь и обмениваюсь информацией. К закрытым источникам информации я могу отнести, опять же, вопросы, которые мне задают люди в WhatsApp, поскольку я веду канал достаточно долгое время, последние 6 лет. Соответственно, про недвижимость в Батуми меня спросили уже несколько десятков тысяч раз. Так вот, с закрытыми источниками мы определились. Теперь какие открытые источники? Открытые источники – это я делаю видео по новостройкам на своем канале, периодически делаю видео и про вторичную недвижимость. Другой тип открытых источников – это крупнейшие порталы в Грузии по продаже вторичной недвижимости. Это myhome.g, ss.g. Кроме того, есть определенные аналитические сайты, которые собирают аналитику быстро со всех порталов по продаже, не только в Грузии, но во всем мире. То есть в каждой стране есть определенные такие сайты, да, где выставляются на продажу квартиры. То есть если мы возьмем соседнюю Россию, то, как правило, мы будем там искать на Авито, либо на региональных площадках. В Грузии это там myhome и ss. В Болгарии это imot.g, imot.bg, ну и так далее. И вот как раз на этих порталах, с этих порталов собирается общая аналитика, и все это выкладывается. Стоит такая аналитика $30 в месяц, иногда я такое покупаю. Зачем это нужно? Чтобы ориентироваться в ситуации на рынке. И еще один важный, опять же, аналитический инструмент, открытый, которым я пользуюсь, это та статистика, которую публикует то или иное государство. То есть по тем новостям, которые в стране произошли в ближайшие последний год, условно говоря, можно примерно понять, что будет происходить в ближайшие годы. Ну, это, как правило, экономические отчеты, которые публикует Министерство статистики. То же самое и в Грузии оно есть в любой стране. Там, в принципе, видно такие ключевые моменты, как рост ВВП. А в Эмиратах есть вообще очень удобная система, там можно следить прям order flow по конкретному дому, то есть можно понимать, как меняются цены по последним сделкам на квартиры в этом доме. Это, как бы более идеальная система все-таки. На то, чтобы анализировать недвижимость в Грузии, приходится тратить гораздо больше сил, но тем не менее, если задействовать все эти открытые и закрытые источники, складывается такая достаточно понятная картина в голове, что делать дальше и почему это делать дальше. Перейдем к сути проблемы. Главная проблема, собственно, с недвижимостью за рубежом, это в том, что благодаря ней можно стать очень богатым. Сколько я не работал в этой сфере, сколько я не видел крупных инвесторов, особенно в Сочи. В Сочи практически любой, у кого есть 30 миллионов рублей на одну квартиру, уже может считаться в мире более-менее себе инвестором. Да, на тот момент, когда я работал, доллар был еще не по 97, а по
чтобы не соврать, 56. Ну, то есть, грубо говоря, человек с 600 тысячами долларов мог себе купить хорошую квартиру в центре Сочи. Так вот, получается, что люди, которые вкладывали деньги в недвижимость, вне зависимости от того, сколько этих денег было, они, как правило, все-таки, ну, те, кто разумно это делал, они все-таки не рассчитывали за счет этого стать очень богатыми. Они, как правило, сохраняли свой капитал, защищали его и с целью его использовать в будущем. А другие, так называемые инвесторы, они пытались вытащить чуть ли не удвоение капитала за полчаса. И это как бы, ну, теоретически-то это, конечно, возможно, но тут надо понимать, что прям чтобы много заработать на недвижимости, особенно в регионе, где человек не живет и нифига не понимает ситуацию, то нужно прям грандиозное сочетание анализа и удачи. И, конечно же, 90 с лишним процентов людей это недоступно. В среднем я проанализировал, что со всем моим подходом, все, что я, допустим, изучал на зарубежной недвижимости, да, и сколько я примерно на ней зарабатывал, средняя доходность, которую я получаю, это около 30% годовых на вложенные деньги. Это обгоняет, как правило, показатель среднего роста ценника по недвижимости, ну, именно по стране усредненного. Но это же не грандиозные, на самом деле, деньги, если задуматься. А кто же распространяет эти мифы о зарубежной недвижимости, что она супердоходная, что можно получить безумное количество процентов и всего остального? Естественно, это делают люди, которые в первую очередь приобретают от этого выгоду. И да, рынки бывает растут и галопируют, и вот эту особенность я тоже должен отдельно объяснить, что если мы вот сейчас, допустим, идем по Батуми или по какому-то другому курортному городу, здесь спрос движется волнообразно, скачками. А если мы будем идти по какому-то городу, как Тбилиси, то там спрос более-менее стабильный, и общая тенденция роста или падения, она скорее на пятилетнем отрезке становится более-менее понятна. Я имею в виду, что годовая аналитика, она менее точная, чем в Батуми. Какую еще магию я заметил вот в процессе наблюдения за рынком во всех этих странах? Как правило, если вы покупаете недвижимость, вы ее покупаете с агентом по недвижимости. Но продавать вы ее будете, скорее всего, с другим агентом по недвижимости. И если первый агент по недвижимости был безумный оптимист, то второй будет грандиозный пессимист. Это не всегда так, это более-менее устойчивая тенденция. Поскольку я работал в Сочи, и, наверное, именно в Сочи происходило самое безумное, что могло твориться вообще в курортной недвижимости. И как раз-таки в Сочи меня окружало наибольшее количество агентов по недвижимости, потому что агентство, где я работал, было очень крупным. Так вот, если провести общую статистику, так вот посмотреть по соседним агентствам, с кем я контактировал в процессе, и по тому агентству, где я находился внутри, то 10% из тех людей, которые шли в риэлтор на море, и это, в принципе, на более коротких выборках повторяется и в Грузии, и в Болгарии. Так вот, 10% из них можно было назвать специалистами. А остальные 90% — это весьма себе случайные люди, которые очень быстрых денег пытаются заработать в момент, когда начинается волнообразный скачок вверх, как раз резкий спрос на тот или иной курорт. Я этим не пытаюсь никого ни заругать, ни принизить. Я лишь пытаюсь объяснить, что если вы покупаете квартиру на море, то нужно самостоятельно продумывать сценарий, как она потом будет продаваться, кому, в каких условиях, какую доходность из этого получить, потому что большинство риэлторов на море, к сожалению, вам эту схему не... Если вы будете понимать, как работают рынки курортной недвижимости, это во многом поможет не совершать на них глупых сделок и не остаться в итоге бедным. А работают рынки курортной недвижимости, как правило, волнообразно, то есть скачками. Как я уже сказал, там, чем крупнее город, тем более там плавно все происходит. А вот в случае с курортными городами, во-первых, есть понятие сезонности, да, когда летом все едут отдыхать. И есть еще понятие так называемого тренда, который может быть вызван чем угодно. Например, мораторием на строительство в Сочи. Или, например, 22-м годом. И примеров таких достаточно много. Они происходят в среднем для каждого курортного города каждые 2-3 года. И в этот момент спрос становится прям совершенно диким. И как раз-таки в момент, когда все покупают, те, у кого это есть и кто дождался, они продают.
Поэтому я могу совершенно точно сказать, что те, с кем я общаюсь, и кто удерживает квартиру так же, как и я, планирует покупку той или иной квартиры на горизонт минимум в 5 лет, они, как правило, выходят, конечно, из сделки гораздо раньше и, как правило, выходят с хорошим плюсом. А те, кто запрыгнул год назад и пытается в недостроенном здании продать квартиру, то, как правило, им приходится это делать еще даже и с дисконтом, даже при учете того, что цена подросла. И опять же, тут нужно сделать поправку на то, чтобы, допустим, сравним, как это происходит в Москве и как это происходит, допустим, в Батуми или как это происходит в том же самом Сочи. Если в Москве, как и в крупном миллионнике, очень хорошо развита инфраструктура продажи. То есть есть чаты риэлторов, и фактически, если вы запускаете свою квартиру одному конкретному специалисту, то о нем они узнают очень быстро все специалисты в городе, даже если их десятки тысяч, а город такой огромный. За счет чатов, за счет общих площадок и за счет определенных парсеров, с помощью которых можно выдергивать объявления от собственников сайта. Даже по тому же Сочи, когда я работал, это было прям вопросом, наверное, получаса. То в случае с Батуми знакомство с такой системой, оно, допустим, для местных риэлторов еще достаточно далеки они от этого, системы коммуникации, когда все агентства между собой общаются и так далее. И получается, что, допустим, в той же самой московской новостройке можно сказать, что можно купить квартиру на этапе, допустим, котлована и продать ее на этапе 6-го этажа черного каркаса. А в Батуми это сделать сложнее. В Батуми, условно говоря, рынок разделен на сданные законченные дома, где можно делать ремонт, и дома, которые строятся. А вот продать квартиру в строящемся доме значительно сложнее. Я не говорю, что это невозможно, это возможно, но дисконт будет достаточно серьезный от застройщика. И само понимание для человека, зачем мне покупать у частного лица, если я могу купить у застройщика. Его для этого придется значительно сильнее замотивировать, чтобы он отказался от идеи купить у застройщика. То есть нужно прям серьезную дельту в цене показать. И, как правило, это не менее 10%, а многие готовы даже срочно продавать вплоть за те деньги, за которые они брали 2 года назад. Я в качестве примера могу сказать, что перед пандемией коронавируса мне писал, по-моему, из Беларуси кто-то подписчик, он очень хотел продать квартиру на Аллее Героев по $400 за квадратный метр. При том, что в этом доме я уже понимал, что они даже тогда стоили, по-моему, в районе 700. Я не воспользовался этой случайностью, я просто честно человеку объяснил, что по факту, даже с учетом того, что вы не знаете, кому продать, это стоит 700, потому что дом уже начинает ремонтироваться, заселяться, и там уже есть активные перепродажи, и риэлторы активнее интересуются, и фактически люди, покупатели, тоже этим активно интересуются. И он поднял цену и, насколько я знаю, продал. Теперь нужно сказать в обязательном порядке, на что обычно не обращают внимания люди, и что ведет к тому самому обвинению. Первое и самое главное, на что человек не обращает внимания при покупке недвижимости, это на сопутствующие расходы. Какие могут быть сопутствующие расходы, которые по итогу сделают вас бедным? Поскольку я рассуждаю не только про Грузию сейчас, но и про другие страны, и про другую курортную недвижимость, мы можем в первую очередь сказать, что существует так называемый налог на покупку. Где-то он 3%, где-то 4%. В среднем где-то это около 5%, с учетом всяких такс и всего остального. Тут уже получается, что мы покупаем квартиру за $100 000, да, а по факту мы за нее платим $105 000. Это вроде бы очевидно, с одной стороны, а с другой стороны, я сколько не общался с такими быстрыми покупателями, продавцами, которые говорят, что мы вышли при своих очень недовольны, а там даже при своих не получилось. Они в общей сложности потратили на 5% больше. То есть мы купили за столько и продали за столько же. То есть, это минус. Другой минус, на который не обращает никто внимания, это комиссия риэлтора. И тут я рекомендую, опять же, путем обычного опроса очень быстро можно установить размер комиссионных. Вы скажете, что это тупо. Я скажу, что это очевидно. Объясню как. Риэлтор, показывающий вторичную недвижимость, человеку, который не очень понимает, может вполне себе к этой недвижимости прикрутить 10%. То есть хозяин готов продать за $10 000, он прикручивает, делает из этого 11, торжественно ее продает, но цена-то рынка 10. И, окей,
ты можешь как бы заработать и 10%, вопросов нет. Но тогда обоснуй, пожалуйста, каким образом цена хозяина может быть такой низкой, что вот он такой дурак не додумался на 10% дороже продавать. 10% это достаточно существенная сумма. И вот, как правило, такие риэлторы-помогатели, которые очень любят жить на море, они зарабатывают очень редко, но сразу очень много. То есть они много носятся, много показывают, а зарабатывают за счет того, что просто какая-нибудь сверхъестественная комиссия. Я слышал и про 25% комиссии, которые накручивались просто сверху на вторичную недвижимость. И когда он говорит, что, ну, вы знаете, вообще-то здесь квартиры продаются по 50 тысяч долларов, а я вам ее продаю по 45, и там 5 тысяч моей комиссии. Ну окей, тогда, пожалуйста, мне покажи как минимум 5 предложений, которые будут по 50, чтобы я понимал, что моя уникальная за 45 хороша. И эти предложения тоже между собой нужно сравнить, находятся ли они на таких же этажах в этом доме, с такими же видовыми характеристиками и всем остальным. Но, как правило, в 90% случаев, если становится понятно, что комиссионные у риэлтора космические, такой специалист вас заведет в сделку, скажем так, вне рынка. Помимо всего прочего, он может быть еще и некомпетентным оказаться, но как минимум сделку вне рынка с огромной долей вероятности через такого заключить можно. Это устанавливается при помощи обычного вопроса. Зачем задавать такой тупой вопрос в лоб человеку, который вам показывает недвижимость? А посреднику в этой схеме ему нужно либо соврать, либо, скрипя сердце, сказать правду. В случае, если он соврал, это является прямым основанием для того, чтобы отказаться от его услуг в будущем. То есть, когда вы дойдете до хозяина, и у хозяина это зададите этот вопрос повторно, сколько комиссии получает риэлтор, и хозяин начнет мяться, вы ему скажете: извините, пожалуйста, если я не буду этого знать, то мы сделку с вами не заключим. И в этот момент хозяин вам скажет правду. И если окажется, что эта цифра отличается от той, которую сообщил вам риэлтор, в невыгодную для вас сторону, то от услуг риэлтора можно отказаться прямо на месте. Просто потому, что специалист, который вводит в заблуждение, обманывает, это мошенник. И это хороший способ избавиться от нехорошего риэлтора. Третий нюанс, который сделает человека бедным на покупке зарубежной недвижимости, это непонимание сопутствующих расходов при эксплуатации здания. И это очень большой нюанс, и он очень многих погубил в Болгарии еще. В то время, когда я работал, я никогда в Болгарии не продавал курортную недвижимость. То есть я, в принципе, работал в пределах города Варны всегда. И смысл этой недвижимости, которая находилась очень далеко от города, она мне была не очень понятна. То есть, она вроде бы должна генерировать доход в течение летних месяцев, который должен все это покрывать. Но в реальности там зимой жить по факту невозможно. То есть это прям сезонная, пресезонная недвижимость. Так вот, говоря про квартиры в Болгарии, там были жилые комплексы, как и здесь в Батуми, квартирные, а были комплексы с апартаментами. И в Болгарии драли такие ставки, как от 1, 1,5-2 евро за квадратный метр. А при этом нужно понимать, что вот эти курортные квартирки, они стоили, условно говоря, там Форт Нокс какой-нибудь от 10-12 тысяч долларов. И получается, что вы покупаете квартиру, скажем, 40 квадратных метров за 12 тысяч долларов. А просто за то, чтобы она у вас была на балансе, вне зависимости, сдаете вы ее в аренду, живете вы в ней или что-то еще, нужно заплатить, скажем, 500 евро в год. А где-то 700, где-то 800, а где-то еще больше. И вот мы говорим про стоимость квартиры, допустим, 12 тысяч евро, а 500 евро в год нужно заплатить. И получается, что через 5 лет, или, вернее, через 10 лет, мы уже 40% этой недвижимости потратили только на коммунальные платежи. Это кажется, что вроде бы немного, а по факту, когда каждый год придется платить за содержание, становится очень-очень больно. Особенно при учете того, что еще один момент, который большинство людей не продумывают, это, собственно, что с ней делать дальше. Поскольку я на предыдущем примере достаточно подробно объяснил, как недвижимость отъедает потихонечку деньги на свое содержание, господи ты, боже мой. Все, владелец BMW, слава богу, уехал. Так вот, поскольку я объяснил, как недвижимость отъедает в пассивном режиме, конечно, мы должны это исключить в момент, если мы говорим о том, что мы купили квартиру, которая еще строится. Пока строится, естественно, коммунальные платежи никто не берет. С другой стороны, пока строится,
Единственный вариант, благодаря которому квартира растет в цене, это, скажем так, возрастание ее тела. То есть, если она стоила там 30 тысяч евро на старте, то она будет там сколько-то тысяч евро или долларов прибавлять в течение года. Но при этом мы лишились такой важной статьи дохода, как возможность сдавать в аренду. И возможность сдавать в аренду нам генерирует примерно половину доходности, которую может сгенерировать квартира. То есть квартира после сдачи в доме, как вторичная недвижимость, медленнее растет в цене, с одной стороны, но с другой стороны мы можем зарабатывать на том, что мы ее сдаем. И вот еще один нюанс, который может, собственно, сделать человека бедным, и периодически он ему делает. Когда покупается квартира, никто не очень понимает, как ее потом сдавать. Особенно, вот опять же, мне, наверное, странно, когда я об этом буду говорить, но очень много людей покупают квартиру в курортной недвижимости в надежде, что они ее будут сдавать круглогодично. И вот на примере Батуми это максимально понятно. То есть квартира не оборудована ничем для круглогодичного проживания, но при этом надежда сдавать ее за хорошие деньги вне сезон, она остается. А за плохие сдавать, естественно, никто не хочет. Как результат такого подхода в любом курортном городе огромное количество квартир, но абсолютная большая часть этих квартир совершенно не предназначена под то, чтобы их сдавать, кроме как в краткосрочную аренду. То есть летом люди готовы мириться с тем, чтобы жить и в плохоньком ремонте, и без отопления, поскольку отопление летом особо не нужно. Но при этом, как сдавать зимой за хорошие деньги такую квартиру, совершенно непонятно. И вот на этом большинство собственников таких квартир, на этом они попадают в ловушку, что эту квартиру сдать по факту невозможно, потому что некому. Но некому весьма условно, за минимальные это деньги сдать можно, но за минимальные сдавать никто не хочет. А делать ее комфортной для жизни вроде как уже не получается, потому что все закончено. То есть ремонт закончен, все куплено и поставлено. А я для себя этот нюанс понял достаточно давно, еще на этапе болгарской квартиры, когда я ее покупал. Я тогда еще, в принципе, даже не планировал недвижимостью заниматься. То есть просто я понял этот момент, когда мне нужно было ее продать, и на нее нашелся покупатель, не то чтобы супер быстро, но вполне устраиваемо. То есть я смог в моменте все-таки продать квартиру, и с тех пор я неоднократно убеждался в том, что квартиры, которые являются именно жилыми и предназначенными для нормальной жизни человека, они продаются всегда успешнее и с большей доходностью, чем те квартиры, которые так называемые инвестиционные варианты. И если посмотреть все мои квартиры, которые я покупал и продавал в рамках канала, то, как правило, в них всех делался ремонт для того, чтобы жить постоянно. Он, как правило, делался еще и дороже среднего по рынку, поэтому такие квартиры не продаются за один день. Но, тем не менее, вот, опять же, если посмотреть, я снял короткое видео, залил его в ТикТок и в Инстаграм. Большинство комментариев по поводу моей последней квартиры, которая продается, они все звучат как «дорого». Я, кстати, согласен с тем, что дорого. Но тут дело в том, что вопрос «дорого» он сегодня дорого, а завтра он может быть уже недорого. Потому что, как и по первой моей квартире в Батуми, как и по моей квартире в Сочи, как и по всем остальным квартирам, которыми я владел, это изначально дорого. Других замечаний, как правило, к моим собственным квартирам нет. И также я замечал это, когда работал сам в продажах недвижимости в Сочи. Хорошие квартиры, они продаются вне зависимости от того, насколько их цена привязана к среднерыночной. Это не потому, что они переоценены, а, как правило, потому что там сделан хороший дорогой ремонт, а люди хотят жить в хороших, дорогих и красивых квартирах. Что подводит нас к следующему способу стать беднее на курортной недвижимости. И этот следующий способ называется ремонт от застройщика. Дело в том, что ремонт от застройщика – это такое быстрое решение, которое застройщики что в Сочи, что на Кипре, что в Болгарии предлагают для того, чтобы более-менее сохранить чистоту в подъездах после сдачи дома, для того, чтобы, опять же, немножко заработать на этих ремонтах, и они зарабатывают достаточно неплохо на этих ремонтах. А результат везде один, то есть там, как правило, это не очень качественный ремонт, довольно дешевая техника и все остальное. То есть комплексов, где ремонт действительно пригоден для жизни, я, наверное, могу пересчитать по пальцам. Но даже после этого ремонта теоретически можно сделать какой-нибудь хоумстейджинг и улучшить ситуацию, привести квартиру, скажем так, к ликвидности. И этого тоже никто не делает.
То есть вариант вот именно покупки с ремонтом от застройщика, он предполагает квартиру для сдачи краткосрочной в аренду. И если у большинства людей, к счастью или к сожалению, нет цели эту квартиру, которую они покупают на море, любую недвижимость, сдавать краткосрочную аренду. Они, как правило, это берут для того, чтобы поотдыхать самим, потом выгодно ее продать. Выгодно продать то, что разваливается там в руках, либо супер дешевая техника в супер дорогом доме. Но это такое все удовольствие, то есть кто это должен покупать? И, как правило, это особо без удовольствия никто, вернее, с удовольствием никто и не покупает. Только если цена не какая-нибудь сверхкосмически дешевая. Я бы вообще при покупке квартир с ремонтом рекомендовал руководствоваться одним очень простым правилом. Мы берем стоимость квартиры, и месячная аренда при долгосрочной сдаче с нее должна давать не менее чем 0,6% от ее стоимости. Если ниже, то это весьма спорная история. Как я это вычислил? Один из источников — это изучение сайтов через тот самый общий сайт, который собирает статистику со всех сайтов в мире. И средняя ставка доходности аренды валовая, она по миру составляет от 4,5 до 9. Плюс-минус с отклонениями, опять же, и ниже, и выше. Так вот, получается, если мы говорим про ставку 0,6% в месяц от стоимости недвижимости, то в год валово нам такая квартира генерирует 7,2% годовых. Это достаточно хорошо. В Грузии в момент 2022 года такая ставка была до 1,5% в месяц. То есть можно было реально 18% годовых заработать на квартире. Но был нюанс. Эту квартиру нужно было купить до того бума, который начался в 2022 году. И те, у кого это получалось, они были, конечно же, в восторге. Так вот, при таком подходе, при сдаче в долгосрочную аренду, квартира генерирует около 7-7,5% годовых с аренды. Плюс ее годовая стоимость, так или иначе, по самым плохим. Опять же, я приведу как пример Батуми. Самый плохой год это было 8%, в среднем это 12%, и гениальные скачки там, в 2022-2023 году, они там достигали 50%. Если мы ориентируемся все-таки даже на те же самые нижайшие 8%, то минимум при таком подходе мы будем иметь около 15% годовых. Часть этого дохода у нас сожрет, конечно же, инфляция, но зато у нас останется чистая доходность. А если бы у нас было исключительно тело вклада, мы бы имели всего там 3-4%. Плюс один нюанс, который сделает нас бедными, это непонимание кросс-курса валют. Покажу ситуацию в одну сторону и в другую сторону. Я зарабатывал деньги, условно говоря, в какой-то момент в России живя, поехал в Болгарию и купил там за евро квартиру. Евро в этот момент стоил 40 за евро. Продал я ее в 2014 году. Это была срочная продажа. Я говорю, самое большое недовольство у меня было в том, что мне нужно было ее быстро продать. Я практически ничего не заработал в евро. Однако само евро по отношению к рублю стоило уже под 100. То есть я заработал вдвое выше. А инфляция так быстро еще не скаканула. То есть рост цен такой еще не произошел. Курс улетел, но цены на квартиры в два с лишним раза еще не улетели в той же самой России. И поэтому это было выгодно. И вот обратная ситуация, допустим, с тем же самым Сочи, когда люди покупают квартиры за рубли и очень радуются тому, что у них там высокая доходность, она растет. Или те же самые квартиры в Москве. Курс улетел с 60 условно на 100, и доходность, которая там 60% доходности, мы просто можем выкинуть в отношении мировой корзины валют. Я понимаю, что если работать внутри конкретного рынка, то ты будешь жестко привязан к той валюте той страны, в которой ты живешь. Но по факту импорт так или иначе всегда подтянется к доллару и евро. На сегодняшний день я понимаю, что все меняется в мире. Мы говорим про 2024 год. И последнее, что не учитывает большинство людей, как правило, при покупке недвижимости никто не думает про запасной вариант. Объясню, что означает запасной вариант. У меня, условно, в моей модели инвестирования для тех квартир, в которых я живу, у меня запасной вариант, он всегда сразу же и первый. То есть я в ней точно живу, то есть я гарантированный арендатор сам у себя. Теоретически, если я куда-то уеду, я ее просто сдам за эти деньги, плюс-минус 10% в зависимости от срочности. А в случае, когда человек купил недвижимость и в ней не живет,
Тут ему приходится придумывать, как ему вот эту вторую половину доходности для себя вычленить, как ее сдать, и никто не задумывается о запасном варианте, а что делать срочно. Как правило, у всех запасной вариант быстренько скинуть. Естественно, быстренько скинуть приводит к тому, что скидывается с дисконтом. Не в минус, но, как правило, такие быстрые сделки приводят к тому, что человек продает за столько же, за сколько купил, совершенно не учитывая ни инфляцию, которая произошла в тот период, пока он держал. Вообще я забыл, упомянуть, что аналитические инструменты, которые я использую для анализа недвижимости, рынка недвижимости, они в том числе взяты из анализа более быстрых рынков, начиная от Нью-Йоркской фондовой биржи, акции, облигации, заканчивая той же самой криптой. Технические инструменты теханализа, они просто, рынок недвижимости, он более медленный, сделки на нем совершаются с большим отрезком времени, и, естественно, чем дольше отрезок времени, тем труднее получить убыток. Поэтому, когда мы используем аналитические инструменты более быстрых рынков, мы, естественно, можем сделать более интересные выводы, и более логичные, и более правильные. В какой стране будут самые высокие показатели роста доходности? Они будут, и они, кстати, по миру не в Грузии, сейчас и уже в 2023 году это точно не Грузия, но смысл в том, что эти показатели доходности, они, опять же, для вас, как для покупателя, для меня, для покупателя, ничего не значат, если я не разбираюсь в рынке. Объясню. Допустим, у нас средняя доходность по Батуми 12%, и есть где-то у нас рынок недвижимости, где доходность, мы узнали, что в этом году превысила допустим, 16 или 18%. То есть нам туда бросаться не знаючи, это означает, что сделка, которую мы заключим, она может быть и в убыток. То есть если мы купим какую-то неадекватную вещь, потому что это как раз принцип, наверное, мясо и капусты, То есть профессионалы рынка едят мясо и зарабатывают 25, а дилетанты рынка ничего не зарабатывают или вообще теряют 5% годовых в год. И получается, что 25 плюс-минус 5 у нас выходит в среднем 20, но одни потеряли, а вторые заработали. То есть один съел мясо, второй съел капусту, а вместе они съели голубцы. Поэтому я лично ценю рынок недвижимости Грузии в целом и Батуми, во-первых, за то, что вход на него, цена сделки здесь достаточно низкая, то есть можно оперировать небольшими суммами, при этом доходность выше средней по миру, при этом, как и из минусов курортной недвижимости, понятно, что ликвидность у нее очень зависит от сезона и от тренда. Но, по большому счету, знание и понимание этого рынка, оно дает доходность выше, чем где-либо. И когда я стал, допустим, изучать глобально те же самые Арабские Эмираты, где я, по большому счету, ничего не покупал, а только советовался с риэлторами, ездил, смотрел какие-то объекты, просил, чтобы мне что-то показали, общался с теми, кто это все сдает. Да, инфраструктурно, я говорю, там очень удобный поток ордеров, который можно изучать и делать много выводов по нему, по зданию. Там лучше развита, опять же, та же самая сдача в аренду, но доходность там ничуть не выше. То есть с учетом всяких сопутствующих накладных и тем, что дорогая стоимость самой покупки, никаким образом Арабские Эмираты не обгоняют в этом плане Грузию, где можно заходить с небольшими деньгами и процентов делать на них гораздо больше. Ну и опять же я хочу отметить, что все-таки для того, чтобы делать выводы, нужно думать своей головой. Не нужно искать быстрых решений, советоваться с экспертами, с некими подобиями экспертов, потому что этим экспертам ваши проблемы особо не нужны, а интересного эксперту, тому же самому агенту по недвижимости с целью заработать комиссию. И, конечно, да, они все будут говорить, что мы такие классные, мы будем заботиться о вашем преуспеянии, но на самом деле комиссию-то он получает сразу после сделки, а в дальнейшем его ваша судьба почему интересует? Потенциально где-нибудь через 5 лет он вашу квартиру должен продать. И у меня такая схема, допустим, строилась по Сочи, что мы на постоянной основе работали. Я когда уехал, мне все еще пенсионные выплачивали агенты за то, что клиенты, с которыми я работал, они продолжали работать с моими коллегами-профессионалами. Но это все такая весьма туманная перспектива. Я напомню, что 90% из этих агентов на этом рынке на пару месяцев, пока деньги не кончатся. Так что попасть на профессионала достаточно трудно. Поэтому последнее, самое важное замечание относительно того, как не стать бедным, покупая зарубежную недвижимость, оно звучит как «нужно думать своей головой», а всю остальную информацию воспринимать как справочную, и каждая информация, которая получается, нужно понимать источник, откуда эта информация попала в голову к тому, кто вам ее сообщает.
Это даст более взвешенный взгляд на ситуацию и позволит заключить те самые выгодные сделки, которые как минимум сохранят недвижимость, деньги от инфляции, а в перспективе позволит стать немножко богаче. Не сильно, но богаче. Надеюсь, видео получилось полезным и неинтересным. Большое спасибо за внимание. Встретимся на море. Даже если я что-то начинаю советовать, как правило, человек все равно сделает по-своему, а потом он еще скажет, что он со мной советовался, это типа я такой нехороший. Поэтому, как правило, когда ко мне обращаются с целью там проконсультироваться, если это не мой друг, не мой, как говорится, близкий человек, если я его не знаю, я скажу чаще всего нет, извините, пожалуйста. На канале это все в открытом доступе, то есть обзоры всех новостроек, за это не нужно платить денег, то есть я просто езжу по новостройкам и делаю обзоры. Платят ли они мне деньги? На 6-й год ведения канала я додумался, что, наверное, да, должны они мне уже платить какие-то деньги за это, потому что я понимаю, что там очень хорошо все продается. Но партнерские отношения, допустим, я заключаю только с людьми, которых я сам купил. Я стараюсь как бы у тех, у кого я покупаю, брать у них скидку там, при покупке без риэлтора и засовывать ее в комментарии под каналом. Вот, поэтому я считаю, что если я совершил эту сделку, то я вот эту конкретную сделку я ее обдумал. И я могу ее обосновать для себя и для всех остальных. А мне, в принципе, как бы не стыдно и не плохо от того, что кто-то пойдет моим путем и мою логику он расценит как разумную. Но объектов на рынке много, и я очень хорошо понимаю, что каждая квартира, она рано или поздно станет для кого-то жильем. И она станет жильем, возможно, далеко не для того, кто ее купил там из-за рубежа. Первая, самая большая проблема, значит, нельзя относиться к квартирам и недвижимости любой, будь то за рубежом, будь то дома, как к спекулятивному активу, да, то есть это не семечки, это не коробка спичек, это жилье. И, значит, на чем происходит первая потеря? Покупается такое жилье, которое жильем, в принципе, стать не может. Объясню. Вот студия, она может стать жильем для молодой семьи, но прям вот это такое. Студия — это скорее вот тот самый спекулятивный актив, да, который покупают просто потому, что он дешевый. Если мы говорим про то, чтобы, про спекулирование жильем, которое когда-нибудь станет жильем, то это как минимум с одной спальней должно быть. А студии имеют смысл, наверное, если вы планируете заниматься арендным бизнесом, опять же, тут же на море, то есть и заниматься вы им будете, как правило, 3 месяца в году. И даже на тех же самых Мальдивах, если купить какую-то недвижимость, я, кстати, не знаю, как проводятся сделки на Мальдивах, но там тоже есть сезон и не сезон. Поэтому курортная недвижимость, которая сдается круглый год, в большинстве случаев это утопия. Поэтому студия берется для того, чтобы вот из нее выжать максимум в эти 3 месяца, а потом, если очень уж повезет, ее сдать в аренду. Наверное, так.